Привет! Сегодня я предлагаю тебе приготовить прекраснейшее домашнее веганское мороженое со сливочным вкусом, ну как настоящее. Только вот наше будет отличаться значительной пользой и отсутствием белого сахара. Так что можно наслаждаться вкусом и точно знать, что не заработаешь диабет. И дети, и взрослые любят мороженое. Мы на кухне Mellow Taste всегда заботимся о том, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Поэтому специально для вас мы сегодня покажем и расскажем, как приготовить мороженое своими руками. Ну что, ты готов узнать секрет домашнего веганского мороженого? Тогда поехали! У меня для тебя 3 рецепта мороженого. Посмотрим. Фисташковое, шоколадное, черничное. Для приготовления нам понадобятся бананы, фисташки, корица, какао, черника, сироп агавы и кокосовое масло. Как ты заметил, основой в каждом блюде являются бананы. Поэтому сегодня нам нужно будет очистить, нарезать и заморозить большущую порцию бананов. Для мороженого лучше всего брать очень спелые бананы, потому что именно они будут отвечать за сладость нашего прекрасного десерта. И, кстати говоря, если у тебя нет детей, скушай мороженое сам. У меня здесь есть вакуумные пакеты, в которые я буду складывать уже нарезанные бананы и затем отправлять в морозильник. Лучше всего это делать именно в вакуумных пакетах, а не в боксиках, потому что тогда, видите, они будут раздельными, заморозятся как отдельные дольки. Расскажем вам несколько интересных фактов о бананах. С 1 гектара банановой плантации собирают до 40 тонн бананов. Правда, срок их созревания длится от 10 до 18 месяцев. Немало, правда? Из плода можно приготовить даже муку или кетчуп, а из банановой кожуры мыло. Может быть, нам тоже попробовать сделать мыло? Ставьте лайк, если хотите увидеть такой рецепт. Кстати говоря, мой знакомый мне рассказывал, что обезьяны открывают бананы именно с этой стороны, где они прикрепляются к другим. Я вот делаю совершенно наоборот, у меня никогда не получается с того конца. Итак, докладываем обратно в пакет. У меня будет не очень большая порция. Не на всю семью все-таки готовлю. Закрываем. Готово. Теперь это нужно отправить в морозилку на ночь. У нас в шоу все происходит по волшебству, поэтому мои бананы уже готовы. Так, а где они? Нет. То, что надо. Для того, чтобы сделать полноценную лавочку с мороженым, нам понадобится блендер. И берите помощнее, потому что ему придется справляться с весьма нелегкой задачей – дроблением замороженных бананов. Начнем с моего любимого фисташкового. Я помню те времена, когда фисташки было почти не найти и стоили они очень дорого. Теперь кокосовое масло. Именно оно придаст сливочный вкус нашему мороженому. Сироп агавы.
как вы уже знаете, будет греть душу и радовать вкусом сладкоежек. И кокосовое молоко, чтобы добавить нежности. А теперь взбиваем, но хочу заранее вас предупредить, что придется несколько раз открывать блендер, перемешивать и снова взбивать, потому что для него это весьма непростая задача. Но так как мы добавили слишком много кокосового молока, он справится. Как только мы достигли однородной консистенции, можно перекладывать в мороженицу. И если вы вдруг добавили немного больше кокосового молока, чем нужно, то можно просто поставить в морозилку, чтобы оно схватилось. Смотрите, какой идеальный цвет. А вот про вкус ты узнаешь сам, когда приготовишь дома. Так, это я поставлю в морозилку, чтобы оно немножечко подморозилось и схватилось. И пока что покажу вам еще два, черничное и шоколадное. Мы снова используем бананы как основу. Но теперь еще добавим какао, сироп агавы, корицу, кокосовое масло и кокосовое молоко, теперь уже немного меньше, чем в предыдущий раз. Теперь снова будем это взбивать, но ты понял, система такая же. Взбиваем, открываем, перемешиваем и снова взбиваем. Готово! Дети очень любят шоколадное мороженое. Вот ты какое любил в детстве? А какое сейчас любишь? Расскажешь в комментариях? Идеальная консистенция. Вы только посмотрите. Блин, это правда офигенно. А сейчас, наверное, больше сорбет, чем мороженое. Вместо черники можно использовать любые ягоды. С вишней, например, тоже очень вкусно. Ну, и ты уже лучше меня знаешь, что мы добавляем в мороженое. Это, конечно же, сироп агавы, кокосовое молоко, и кокосовое масло. Взбиваем. Готово. Для аромата сюда можно добавить немножко лаванды. Теперь накладываем. Прекрасный цвет. Как красиво. И в заключение я предлагаю тебе украсить каждую пиалку с мороженым. Мы приготовили 3 вида мороженого, но вариации могут быть бесконечными. Самое главное брать за основу замороженные бананы. Если вы будете использовать более водянистый второй ингредиент, например, клубнику,
то кокосовое молоко можно не добавлять совсем, чтобы мороженое было густым. Еще одна интересная вариация мороженого – это банан с грецким орехом. Скорее всего, что такого сочетания вы еще не пробовали. Тогда вперед за покупками и на кухню. Наслаждайся, друг. Спасибо, что был с нами в этом видео. Проверь обязательно, подписан ли ты на наш канал. И увидимся в следующую среду, чтобы натереть килограмм картошки. Пока!